Был канун Рождества. 32-летний Итан Миллер возвращался к своему небольшому дому с 6-месячной дочерью на руках. Снег валил густо, ветер пробирал до костей. Подойдя к крыльцу, он заметил на скамейке 2 пожилых людей. Они были одеты слишком легко для зимы и дрожали от холода. Итан без раздумий впустил их в дом, разжег камин, укутал пледами и приготовил горячий суп. Он не задавал лишних вопросов, просто помог. Он не знал, что спасает собственного отца. Итан вырос в приюте. Ему говорили, что мать умерла при родах, а отец отказался от ребенка. С детства он привык рассчитывать только на себя. Он освоил ремесло плотника, открыл небольшую мастерскую и жил скромно, выполняя заказы. Его жизнь изменилась, когда в мастерскую однажды зашла жизнерадостная девушка по имени Оливия Джонсон. Они поженились и строили планы на будущее. Но после тяжелых родов Оливия умерла, оставив Итана одного с новорожденной Эммой. 6 месяцев он жил в постоянной усталости и тихой боли, полностью посвящая себя дочери. В ту снежную ночь незнакомцы представились как Уильям и Элеонор Харрис. Они сказали, что их машина сломалась на дороге. Однако их появление не было случайным. Уильям Харрис был состоятельным предпринимателем. 30 лет назад он оставил беременную девушку по имени Сара Брукс, испугавшись давления семьи и возможных потерь. Позже он узнал, что у него родился сын, но было уже поздно. Мать ребенка умерла, а малыша отправили в приют. Годы сожаления не давали ему покоя, и спустя десятилетия поисков он выяснил, что этим ребенком был Итан Миллер. Когда Уильям увидел Итана с младенцем на руках, он сразу понял правду. Признаться оказалось тяжело. Несколько дней они провели в доме, отрезанные метелью. Уильям наблюдал, как сын заботится о дочери, и чувство вины усиливалось. В конце концов он рассказал все. Итан выслушал спокойно. Внутри поднималась старая боль, но теперь она обрела ясность. Он не выгнал гостя, но и не простил сразу. После отъезда Уильям оставил письмо и номер телефона. Спустя месяц Итан решил дать шанс ради будущего Эммы. Уильям и Элеонор начали приезжать по выходным. Элеонор стала для девочки бабушкой. Уильям пытался наверстать упущенное не деньгами, а участием. Итан отказался от финансовой помощи, ему были важнее честность и ответы. Через 2 года Уильям тяжело заболел. Последние месяцы он провел в доме сына. Итан ухаживал за ним спокойно и без злобы. Перед смертью Уильям попросил прощения, и на этот раз Итан простил его по-настоящему. После похорон Элеонор осталась рядом с Итаном и Эммой. Дом наполнился детским смехом и теплом. Итан продолжал работать в мастерской и по вечерам рассказывал дочери о ее матери. Когда-то он был сиротой, уверенным, что никому не нужен. Но в ту холодную рождественскую ночь, открыв дверь незнакомцам, он открыл ее и для своей семьи. Иногда судьба меняется благодаря простому поступку – впустить замерзших людей в дом. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилась история, то поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.